мои хорошие, в сегодняшнем видео я вам покажу вот эти вот сережечки с AliExpress, которые дополняют мой свитер, который я тоже связала из ниток пух норки, заказанный на AliExpress. Начну с вот таких вот сережек. Они у меня около 1,5 года. У продавца они в двух цветах, золотом и серебряном. Я себе выбрала серебряный цвет. Но есть еще золотой, кто в каком цвете любит. Что касается сережек. Очень красивые, элегантные. Но для девочек, которые не любят тяжелого на ухе, они не подойдут, потому что вес немножко слышишь на ухе. Я думаю, целый день их не проносишь. Они вот такие вот гвоздики, увесистые. Я считаю, что очень хорошо дополнит какой-то обычный образ, такой как вот, например, свитер, который я связала. Там ничего особенного нету, и вот эти сережечки, ну, как бы на мой вкус дополняют немножко вид и дают какой-то немного другой стиль. А вот вам и мои ниточки, из которых я сделала свитер. Видите, что нитки длинноворсные, это сразу видно по моточке, еще не начиная вязать, видно сразу, что изделие будет пушистое. У меня свитер настолько пушистый, что пух летал по целой квартире, честно говоря. Нитки классные, написано пряжа пух норки длинный ворс, не знаю, насколько это пряжа пух норки. Что касается состава, то здесь кашемира 95%, антипилинг фибер 5%, чего-то там еще 15%, 50 грамм вес моточка плюс 20 грамм дополнительная нить. Дополнительная нить, она в форме вот такой вот резиночки, пружинит очень хорошо и изделие держит хорошо форму. Нитки классные. Сейчас при вас постараюсь их поджечь. Посмотрим, что с этого будет. Так, вот мы их подожгли. Ну и видите, если их потереть, ничего с ними как бы не рассыпается. Вот. Не рассыпается, образовывается такой как бы синтетический узелочек. Вот так вот выглядит. Но сами ниточки очень классные и очень удобно из них вязать. Вот такой вот свитерок у меня получился из этих нитей. Узор выбрала такой, что можно носить на две стороны. Смотрите, вот узор уже на второй стороне, как бы на изнаночной. Это для любителя, на любителя. Я ношу и на той стороне, все ниточки попрятала, так что можно было носить с двух сторон его. Честно говоря, особо-то не отличается. Смотрите, вот лицевая сторона. На мне сейчас одетая изнаночная сторона. Тоже неплохо выглядит. Очень пушистый с обеих сторон. В принципе, не скачивается. Носила его уже несколько раз, стирала до 5 раз, ничего с ним не случилось. Теперь, что касается узора. Кому понравился узор, я поэтапно покажу каждый ряд, как его вязать. Вот один раппорт узора уже провязанный. Начнем с первого ряда. Первый ряд узора. Первая петля снимаем кромочная и вяжем так. Лицевая, 4 петли изнаночных, 1, 2, 3, 4, лицевая и кромочная петля. Второй ряд вяжется по рисунку. Кромочную петлю снимаем и теперь изнаночную провязываем изнаночной, лицевую провязываем лицевой. Ну и кромочная петля я всегда вяжу изнаночной. Третий ряд. Третий ряд вяжем так. Кромочную петлю снимаем,
И теперь смотрите, вяжем так, чтобы лицевая петля всегда перед работой, изнаночная за работой. И теперь меняем петли местами. Помните, лицевая всегда перед работой. Провязываем изнаночной после того, как поменяли изнаночную, а лицевую лицевой. Дальше вяжем 2 петли изнаночными и снова меняем местами так, чтобы лицевая петля всегда перед работой, изнаночная за работой. Меняем петельки местами и провязываем лицевую лицевой, изнаночную изнаночной. Кромочная петля, изнаночная. Четвертый ряд вяжем по рисунку. Кромочную снимаем и лицевую лицевой, изнаночные петельки вяжем изнаночными. Кромочную изнаночной. Вяжем 5-й ряд. И смотрите, и теперь вот мы соединяем петельки, чтобы получился у нас ромбик. 5-й ряд. Кромочную снимаем, изнаночную вяжем изнаночной. И теперь меняем местами. Опять же таки помните, лицевая перед работой, изнаночная всегда за работой. И провязываем по рисунку изнаночную петельку. Мы вяжем изнаночной, лицевую петельку мы вяжем лицевой. Зацепилась, потому что на камеру тяжеловато. Так, и другую сторону тоже соединяем. Лицевая перед работой, изнаночная за работой при смене петель. И вяжем по рисунку лицевую лицевой, изнаночную изнаночной. Видите, мы сомкнули ромбик в круг. Изнаночная и кромочная петля. Дальше 6-й ряд вяжем по рисунку. Кромочную снимаем, лицевая лицевой, изнаночные петельки вяжем изнаночными. То есть все изнаночные ряда всегда вяжем по рисунку. Так, 7-й ряд. Вяжем так, снимаем кромочную, изнаночная, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, ну и кромочная петля. 7-й, 8-й, 9-й и 10-й ряд вот эту косичку продлеваем, которая у нас посередине образовывается. Вот 8-й ряд мы вяжем по рисунку, то есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Так, 9-й ряд. Кромочную снимаем и точно так же. Ой, ошиблась. Здесь изнаночная, то есть 2 изнаночные. 9-й ряд вяжется так же, как и 7-й ряд. 2 изнаночные, 2 лицевые, продлеваем косичку. И 2 изнаночные. Ну и кромочная петелька. Так,
9 ряд. Теперь у нас 10 ряд. Вяжем его по рисунку. Это изнаночный ряд. Лицевые вяжем лицевыми, изнаночные вяжем изнаночными. Ну и кромочную петельку изнаночной. Теперь вяжем 11 ряд. Кромочную петельку снимаем. Изнаночные. И меняем местами лицевую с изнаночной. Помним, что лицевая перед работой, изнаночная за работой. И провязываем по рисунку изнаночную лицевую лицевой, а изнаночную изнаночной. Здесь тоже ромбик рассоединяем. Лицевая перед работой, изнаночная за работой. И провязываем изнаночную изнаночной. Лицевую лицевой. И кромочная петелька. Дальше 12 ряд. Это ряд изнаночный. Вяжем его по рисунку. Лицевые вяжем лицевыми, изнаночные вяжем изнаночными. Так, теперь 13 ряд. Мы дальше продолжаем рассоединять наш ромбик. Кромочную петлю снимаем и меняем местами лицевые с изнаночными. Помним, лицевая перед работой, изнаночная за работой. И вяжем лицевую петельку лицевой, изнаночную изнаночной. 2 петли изнаночные. И здесь то же самое меняем местами. Изнаночная за работой, лицевая перед работой. И провязываем изнаночную петлю изнаночной, лицевую петлю лицевой. Кромочная петля я всегда вяжу изнаночную. Ряд, как и все, в принципе, четные ряды, это изнаночные ряды, они вяжутся по рисунку. То есть изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. И теперь у нас 15 ряд. 15 ряд легкий. Мы вяжем так: лицевая, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4 и лицевая, кромочная петля. 16 ряд вяжется по рисунку. Ну, вот такой вот ромбик у нас получился. Здесь помним, что здесь два раппорта. Как вяжем узор? Смотрите, наш узор состоит из 6 петель. Это наш раппорт. 6 петель. У нас с вами 16 рядов. Здесь показаны лицевые ряды, изнаночные ряды вяжем по рисунку. Итак, первый ряд вяжем лицевая, 4 изнаночные, лицевая. Второй ряд вяжем по рисунку. То есть изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевой. Третий ряд вяжем так. У нас получается вот эта вот лицевая, она здесь.
мы лицевую перебрасываем, так как я показывала. Всегда лицевая перед нами, изнаночная за нами. Перебрасываем изнаночную и вяжем так. Извините, перебрасываем лицевую и вяжем так. Изнаночная, лицевая. 2 изнаночные. Потом у нас мы видим здесь лицевую, здесь изнаночную. Мы должны перебросить лицевую с изнаночной местами и вяжем лицевая, изнаночная. То есть вот эти вот зазначенные на зеленое и на красные, это скрещенные петли. Мы их местами меняем. 4-й ряд вяжем по рисунку. 5-й ряд вяжем так. Изнаночная. Потом меняем лицевую с изнаночной местами так, чтобы лицевая была перед работой. И вяжем изнаночная, лицевая. Дальше меняем точно так же лицевую с изнаночной местами, чтобы лицевая была спереди. Вяжем лицевая, изнаночная, изнаночная. 6-й ряд по рисунку. 7-й, 8-й, 9-й и 10-й ряда очень легкие. Они без никаких там перебрасов. Просто вяжутся 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. Следующий ряд 11 ряд. То есть 11 ряд у нас с вами тоже должен переброшенный быть. Вот смотрите, у нас пока что вот только вот эти ряды. Мы видим здесь лицевую и вяжем так. Изнаночная. Вот эту лицевую перебрасываем местами с вот этой изнаночной. И вяжем лицевая, изнаночная. Точно так же вот здесь вот. Вот эту лицевую мы перебрасываем сюда перед работой. Изнаночную протягиваем сюда. И вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная. 12 ряд вяжем по рисунку. 13 ряд то же самое. Берем вот эту лицевую, перебрасываем сюда, вот эту изнаночную перебрасываем сюда и вяжем лицевая, изнаночная, 2 изнаночные. Потом вот эту изнаночную перебрасываем сюда, вот эту лицевую сюда. Но помним, что всегда лицевая у нас спереди. И вяжем изнаночная, лицевая. 14 ряд по рисунку. 15 ряд лицевая, 4 изнаночные, лицевая. 16 ряд по рисунку. И так далее. То есть мы видим, всегда у нас лицевая петля будет перед работой. Изнаночная за работой. То есть зависит, видите, мы здесь соединяем, вот мы соединяем лицевую петлю. Здесь мы провязываем 4 ряда, получается, вот они провязали. И здесь мы рассоединяем нашу косичку. Вот она, рассоединили нашу косичку. И вот это вот наш раппорт. Кого интересует, кратенько расскажу, как вязала этот свитерок, сколько чего набирала на горловинку, рукава и туловище. Для меня, честно говоря, вот эти расчеты были самые тяжелые. Начала набирать на спице 2,5. Набор делала итальянским наборным краем. Набрала 100 петель на спице. Вязала в 2 основные и 2 вспомогательные нити. Провязала 19 сантиметров резинкой 1 на 1 горловину. Вязала спицами круговыми. Дошла до вот кетлевочки. Кетлевочку связала тоже спицами 2,5. И по окончанию кетлевки изменила спицы на 3,75. Вот, когда изменила спицы на 3,75, начала вязать росток. Росток мой состоит из 100 петель. И делала так: 37 петель это перед, 27 петель это спинка, 8 петель 4 раза по 2 это маркировочные петельки и по 14 петель на рукава. Вот, можете остановить себе, сделать скрин. Вот такой вот у меня был росток. После того, как связала росток,
Вот он закончился вот здесь. От моей кетлевки до подмышки у меня вышло 24 сантиметра. Я на подмышке добавила 9 петель. Обычно добавляла 6, но я хотела такой более оверсайз. И если честно, видели, как свитер сидит на мне, он не вышел оверсайз, вышел такой вот тепленькой водолазкой. Тем не менее, хорошо выглядит, как для меня. То, что я хотела, то и получилось. И в итоге у меня вышло так. Перед и спинка, то есть туловище 204 петли. И на рукава в итоге у меня вышло 96 петель. Я провязала до самого конца. Сменила снова же спицы на, кстати, вот кетлевку я вязала 3,75, а от момента подмышек вязала спицами 4. И здесь на резиночку тоже изменила на 3,5. Взяла резинку 1 на 1, закрывала иглой. Так вот мне больше нравится, она так, резинка не растягивается. Здесь тоже рукава. 96 петель у меня вышло. Вязала, нигде ничего не убавляла. Единственное, в самом конце закрыла 2 петли вместе. 2 петли вместе. С 96 петель у меня получилось 46, по-моему, или 44 петли. И провязала резиночкой 1 на 1. То же самое закрыла иглой. Вот. Резинку 1 на 1 тоже вязала, сменила спицы на 3,5.